Всем привет! Тема фонарика из банки и доступных материалов мне очень понравилась, поэтому я решила сделать еще один подобный фонарик. Я нарисовала вот такой эскиз и буду пробовать воплотить его в жизнь. За основу я взяла обычную 700-граммовую банку с винтовой крышкой. Делаю нижнюю подставку для фонарика. Из картона от пиццы толщиной 2 мм вырезаю два круга диаметром 11,5 см. И два круга диаметром 9,5 см. Склеиваю их попарно с помощью термоклея. На нижний круг приклеиваю подходящую мне по размеру и форме крышку диаметром 10,5 см. Сверху наклеиваю круг меньшего диаметра. Высота подставки получилась 2,5 см. Вдоль основания металлической крышки провожу термоклеем для надежности крепления деталей. Чтобы сделать плавный переход, заполняю выемку фольгой. Делаю полосочки и приклеиваю их, приминая как нужно. Обклеиваю подставку салфетками с клеем ПВА. Теперь шпатлевкой по дереву покрываю поверхность подставки. Пока шпатлевка сохнет, приступаю к созданию верхней части фонарика – крышки. Вырезаю две окружности диаметром 11,5 см и склеиваю их друг с другом. Рисую и вырезаю один круг диаметром 10,5 см. Нашла подходящий по размеру кусок пластиковой банки, который скроет металлическую крышку. Собираю крышку фонарика из вырезанных деталей. Обклеиваю салфетками и шпатлюю крышку точно так же, как и нижнюю подставку. По пропорциям фонарик получается слегка вытянутый, поэтому я решила немного углубить стеклянную банку в подставке, хотя изначально я об этом не задумывалась. В нижней подставке вырезаю круг диаметром чуть больше банки и глубиной вплоть до металлической крышки. Дно у банки прозрачное, поэтому прежде чем приклеить банку к подставке, нужно покрасить верхнюю часть подставки. Покрываю верх подставки темно-зеленой акриловой краской. Склеиваю подставку с банкой клеем для страз и суперклеем. Корпус фонарика почти готов. С помощью самозатвердевающей массы и клея ПВА выравниваю поверхность подставки и крышки, заполняя ненужные пустоты.
После высыхания прохожусь мелкой шкуркой по всем поверхностям. Нашла прозрачную пластиковую баночку с нижним основанием 5,5 см. Она пригодится для крышки фонарика. Вырезаю круг из картона диаметром 5,5 см. Крашу одну из его сторон акриловой краской. Вклеиваю круг покрашенной стороной внутрь баночки. Приклеиваю баночку к крышке фонарика. По высоте баночки делаю декоративные элементы в виде колонн из самозатвердевающей массы. Приклеиваю их по периметру на клей ПВА. Из тонкого картона вырезаю два круга диаметром 9 см. Склеиваю их. На глаз вырезаю небольшой сектор. Примеряю и добиваюсь, чтобы основание конуса было 7 см. Склеиваю конус с помощью клея ПВА. Чтобы замаскировать шов на конусе, обклеиваю его бумагой с клеем ПВА снаружи и внутри. Подобрала наконечник для крышки фонарика, вставляю в него кольцо и закрепляю клеем. Покрываю внутреннюю часть конуса акриловой краской. Хотя это, наверное, лишнее. Маленький наконечник заполняю фольгой, чтобы легче было приклеить его к острию конуса. Приклеиваю конус с наконечником к крышке с помощью суперпрочного клея Момент. Декорирую нижнюю подставку орнаментом, сделанным из самозатвердевающей массы и молда. На видео, наверное, не очень видно, что орнамент состоит из маленьких розочек и листиков. Покрываю крышку фонарика зеленой краской. Аккуратно прокрашиваю колонны на крышке. На крышку приклеиваю декоративный орнамент, такой же, как и на подставку. Края подставки обклеиваю декором из молда «Жемчужная нить». Кусочки жемчужинок также приклеиваю на крышку между колонн. Покрываю подставку фонарика темно-зеленой акриловой краской. Оформляю жемчужинками верхнюю часть банки. Продолжаю окрашивать остальные поверхности. Измеряю сантиметром окружность банки. Получается 29,3 сантиметра. Делю на 6 частей.
В итоге каждая часть будет по 4,9 см. Это ширина декоративных рамочек на моей стеклянной банке. Отмечаю фломастером на банке отрезки по 4,9 см. Беру лист фоамирана и раскрашиваю его в нужный мне цвет с двух сторон. Рамочки на стекло я решила делать из него, а не из картона, так как он более гибкий и пластичный. Вы можете использовать тонкий картон. По трафарету вырезаю 6 рамочек высотой 11,3 см. Правда, впоследствии пришлось высоту корректировать. Толщина рамочки 3 мм по бокам, а верхней части по 6 мм. Шаблон рамочки смотрите в ссылке под видео в описании. Приклеиваю рамочки на банку клеем ПВА стык в стык. Делать это надо очень аккуратно, чтобы не запачкать банку. И смотрим обязательно на ровность вертикальных полос рамки. Я проверяла угольником прямой угол по отношению к горизонтальной поверхности. Вырезаю еще 6 рамочек, которые будут накладываться на уже приклеенные. Отмечаю середину рамочек на банке, провожу линию. Приклеиваю новые рамочки. На конусообразной крышечке решила сделать узор сеточку. Сначала намечаю узор карандашом. Между линиями оставляю по 6 мм. Провожу линии черным контуром. Решила задекорировать не очень ровный край крышки фонарика и край конуса жемчужной нитью. Жду высыхания декора и прокрашиваю краской. Ну и последний штрих – это украшение стекол фонарика маленькими веточками плетистых розочек. Контуром прорисовываю веточки. После высыхания приклеиваю клеем ПВА розочки и листики, сделанные с помощью молда из самозатвердевающей массы и покрашенные зеленой краской. Лишний клей сразу же убираю ватной палочкой. Работа очень кропотливая. Когда все высохло, белой акриловой краской и сухой кистью выделяю объемные декоративные элементы.
Чтобы сделать фонарик более гармоничным, прохожусь слегка белым цветом по узору сеточки, колоннам и по всему фонарику. Розы я делаю бледно-розовым цветом. Захотелось в монохром добавить цвета. Думаю, моя задумка удалась. Я сделала именно тот фонарик, который нарисовала на эскизе. Вставляю туда светодиодную свечку и волшебное романтичное настроение обеспечено. Думаю, этот фонарик украсит интерьер не только в праздники, но и в будни. Его свет будет радовать вас и настраивать на доброту и позитив. Друзья, буду очень рада, если мой фонарик вам понравится. Ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. А новым друзьям рекомендую подписаться на мой канал, чтобы в будущем не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы и всего-всего самого наилучшего. Всем пока-пока!